Визом 001. Это канал подкастов Визом 001. И с нами SEO и собственник группы компании Визом Сергей Гузенко. Всем привет! Всем привет! Тема, я думаю, всеми ожидаемая, понятная. Мы празднуем день рождения. Снова этот день настал, несмотря на все трудности, сложности, трагичный год, но тем не менее Визом жив, Визом живет и будет точно жить, поэтому с днем рождения Визом. У нас такой вот именинный подкаст. Окей, но традиционный вопрос не меняется. Расскажи сначала, как ты, как ребята, как компания. Все окей, стараемся жить по новым правилам. Прямо сейчас, когда мы записываем, там, за пару дней до дня рождения, у нас очередные прилеты. Львов вообще без связи, без воды, без ничего. Киев тоже. У нас, слава богу, в киевском офисе, как оказалось, есть отдельная линия, которая у нас бывший суперподрядчик провел, это Укрбуд, он ее провел, и поэтому у нас даже при отключении света свет в 99% есть. Тьфу-тьфу-тьфу. Поэтому очень рада, что даже сегодня пару раз блинкнуло, но у нас есть и свет, и, не знаю, по-моему, даже вода есть. Поэтому все окей. Насколько это возможно. И как бы эти нехорошие люди себя не вели, мы продолжаем усердно стараться максимально качественно делать свою работу. Спасибо за ответ. Да, действительно, в такие времена мы записываем подкаст, но тем не менее Визом пережил много лет. Я уверен, что компания переживет и этот год, и будет новый день рождения, но об этом поговорим немножко попозже. Для начала давай все-таки вернемся к теме подкаста на день рождения. И первый вопрос будет, может быть, немножко такой личный, но тем не менее очень интересно твое отношение к компании. Скажи, что для тебя Визом вообще, как вот в твоей жизни и в твоем понимании? Итак, Визом для меня мой ребенок, дело моей жизни, мое хобби, ну и очень большой процент моей жизни. Понятно. Так было с самого начала? Да, так было всегда. С тех пор, когда мы бросили уже свои места работы, на которых работали изначально, и перешли на основное место работы, а именно Визом. Мы помним этот первый офис, о котором мы говорили. Не помню, какой это был год, но, понятно, это не 23 года назад, а чуть-чуть раньше. Поэтому с тех пор, как я принял решение работать Визом прям постоянно, стабильно и избрать это предприятие, эту компанию как смыслом своей жизни, да, я упарываюсь во все очень сильно. Я прекрасно помню, когда, работая там в Государственной службе охраны, я закончил учебное заведение, перешел работать в Государственную службу охраны. Кто не знает, я в ней, по сути, проработал там 10 лет или 11, я не помню. Она видоизменялась, она трансформировалась, мы переезжали, мы меняли название. Но в целом это была одна и та же организация. И оттуда ушел в Визом. Так вот, на работе я работал, как всегда, там до 6, я помню. Мы в первом офисе, я обратил внимание, что мы остаемся на 40, выходим где-то без 10, 7 к 7. Потом мы переехали во второй офис, я начал уходить без 15:08. Потом мы переехали в третий офис, я начал уходить еще на полчаса позже. И потом мы переехали в наш текущий херсонский офис. И это превратилось в 24/7. Поэтому максимально упарываюсь во все и посвящаю этому каждую минуту вообще своей жизни. Максимально. Спасибо, я понял. Думаю, что для многих это, в принципе, не секрет, но, тем не менее, возможно, кто-то нас слушает первый раз, и это достаточно подробное объяснение, что же такое Визом для тебя. Расскажи, в чем секрет долголетия компании. На самом деле, для меня вот лично это один из примеров действительно очень долгоживущих, долгоиграющих проектов, потому что украинский рынок коммерческих, вообще коммерческий украинский бизнесовый рынок, он достаточно молодой,
И не так много компаний на самом деле могут похвастаться, что они живут и работают больше 20 лет, не меняя название, не меняя там кардинально вид деятельности. И Визом один из них. Я думаю, что прямо там можно, не знаю, если не по пальцам пересчитать, то, по крайней мере, ну, там, до сотни набрать таких компаний, которые вот из, по крайней мере, там, из нашего региона, которые так долго на рынке успешно развиваются и работают. Скажи, пожалуйста, почему, в чем секрет, как добиться этого, почему Визом долгожители? Хороший вопрос. Я бы хотел попросить Артема Сергеевича, который наверняка нас будет смотреть, он всегда все смотрит и очень часто дает фидбэк, вообще в целом написать, есть ли вообще в Украине компании, которые родились в Украине, IT-компании, которые существуют 23 года, это раз. Естественно, потом также сказать, есть ли компании, которые родились и просуществовали 23 года на юге Украины. Вот я, например, вообще таких не знаю, потому что все компании, которые на слуху, они все так или иначе являются предприятиями или имеющими офисы здесь, но главное предприятие находится не в Украине. Есть, безусловно, те, которые в Украине, но вообще не знаю долгожителей. Интересно самому, никогда не задавался вопросом, я думаю, Артем Сергеевич нам ответит. Так, по поводу причин. Ну, как всегда, причин, наверное, очень много. Первое, это то, что я понятия не имею, почему мы так долго просуществовали. Вот от слова совсем. И никто, наверное, не понимает, почему те, кто начинали рядом с нами, их сейчас нет. Те, кто начинали позже нас, например, их тоже нет. И почему мы сейчас существуем. Я не знаю. Не знаю. И никто не знает. Кроме Бога и Вселенной. Если просто анализировать эту ситуацию, и ты спрашиваешь у меня моего мнения, то я, естественно, отвечу. Все стандартно. Визом переживал разные времена. Мы никогда не сдавались. Даже в самые тяжелые времена, когда были задержки по зарплате. Мы упорно анализировали ошибки и пытались стать лучшей версией себя. Это заезженная фраза, это может быть задолбанная фраза, нелюбимая фраза, но, это просто правда жизни. Сделал, проанализировал, понял, что не так, сделал лучше. Сделал, проанализировал, сделал лучше. И независимо от того, какие взлеты и падения у тебя, даже если тебя там несет на волне, не помню времени, когда мы там расслабляли булки и говорили все, мы там теперь все, у нас будет все, то нифига. Всегда скрупулезно, педантично шли вперед. То есть это глобальное трудолюбие компании, ну и, конечно же, трудолюбие мое. И желание компании, конечно же, желание мое, это все, что мы не делаем, делать максимально качественно, максимально вкладывать душу во все, что ты делаешь. И таким образом я вот прослеживаю, мотаю в голове вот этот видеоролик 23 лет, который остался в моей памяти. И я очень часто вспоминаю, очень сотни, миллионы, тысячи моментов, когда мы там что-то делали не так, когда пытались сдаться, когда думали уже все, еще что-то. Но, тем не менее, мы продолжали идти вперед, и мы те, кто мы есть, и там, где мы есть сейчас. Плюс ко всему этому, я думаю о том, что в любом случае, спасибо Богу и Вселенной, я верю и в то, и в другое. Сори, но без удачи в какие-то моменты, без везения тоже не обошлось. Безусловно, люди, которые с нами работают, капец, я писал в ансайде 12, 13, 14 лет, 10, 9, нифига себе, представь, в компании работают люди 10 плюс лет, они же верят в компанию, они все эти взлеты, падения проходили вместе с компанией. Визом же это нифига не я, и нифига не то, что я делаю. Это команда, которая это делает, это люди, которые выполняют тот продукт, который мы и потом продаем. А я всего лишь играю роль, ту, которую должен играть. И выполняю те функции, которые должен выполнять, да. Все, вот эти постулаты, они незыблемы. И я часто вспоминаю, как когда-то, наверное, я не мог себе представить, что сейчас я буду там, где я есть. Это 100%. И по материальным каким-то вещам, и по нематериальным вещам, скажем так. Но я рад, что мы здесь. Но на самом деле, этот вопрос будет идти дальше, ты мне лучше его потом сам задашь. Ты я уже хотел умничать.
Все, я ответил на вопрос. Окей, хорошо, спасибо. Очень интересный ответ. А, Вполне, вполне понятно. Тут как бы много причин, но мне больше всего понравилось, что схема-то на самом деле проста. Берем, делаем, анализируем, делаем лучше. По-моему, это то, что стоит запомнить каждому. Окей. День рождения Визом повторяется из года в год. И как на свой день рождения личный, да, у каждого человека есть какие-то традиционные мысли, так я уверен, что и на день рождения Визома у тебя какие-то есть мысли, ты о чем-то думаешь каждый новый год. Скажи, есть ли какая-то традиционная мысль, традиционные размышления на день рождения Визома, которые тебя посещают из года в год? Безусловно. Я думаю, это результаты, которые компания достигла за этот год. Хоть финансовым годом является у нас там календарный год, но тем не менее там день рождения я всегда думаю об одной вещи, это то, где мы сейчас находимся, какое положение мы занимаем, доволен ли я этим результатом, где мы должны были быть, почему мы не там, что я для этого сделал, чтобы быть там, что не сделал и в чем лично мои какие-то преимущества и недостатки. Это всегда, то есть анализ позиции Визома на данный момент времени, в день его рождения. Я всегда задаю этот вопрос себе, всегда анализирую, наверное, без каких-то, я материальные показатели, я финансовые показатели знаю постоянно, поэтому мне не надо там лезть, смотреть статистику, мониторить, я ее так знаю наизусть, это моя жизнь. Поэтому как бы я в целом вот чисто субъективно беру и меряю в голове, ага, вот было, стало, есть, пришли, не дошли, что сделали, не сделали, куда идем, правильно, неправильно идем, как это произошло, все ли сделали, кто подвел, кто не подвел, где нужно было сделать, что нужно, как, кого поменять, кого похвалить, кого не так сделал. Вот такие вот миллиарды вопросов в моей голове роятся именно в этот день рождения Визома. Спасибо. Этот год был, назвать его нестандартным, это очень мало, да, то есть все понимают, что год чрезвычайно сложный, трагичный, тяжелый, и, к сожалению, он еще не закончился. И сколько еще впереди нам неизвестно, мы не будем гадать. Тем не менее, если говорить именно об этом нестандартном, сложном годе, потому что сегодня день рождения Визома, и все равно какую-то черту, как ты и говорил в предыдущем ответе, надо бы подвести. Как бы ты его резюмировал? Вот именно этот год Визома. Мне ужасно жалко, что произошло то, что произошло. Мне жутко как-то неудобно чувствовать себя сейчас в день рождения именно в таком каком-то состоянии, потому что в целом нет вообще желания что-то отмечать внутренне прежде всего, и нет этого огромного потока, куча людей, энергии, рук, взглядов, которые там подпитывают тебя. Это все сейчас находятся, слава богу, живы и здоровы где угодно, но в большинстве на территории Украины. И вот это вот то, что я не могу никак поменять лично, не могу ничего там щелкнуть руками или что-то сделать для того, чтобы ситуация поменялась. Вот сравнивая то, что было год назад, и то, что есть сейчас, вот меня просто как-то такое ощущение непередаваемое. Это обида, злость, это недостаток чего-то, куча эмоций, которые в тебя бурлят в связи с ситуацией, которая есть. Мне очень жалко, что произошло то, что произошло. Это чисто эмоциональная составляющая ответа. Что касается в целом того, что я говорил, и куча финансовых вопросов, показателей каких-то, я безусловно рад, что мы сейчас там, где мы находимся. Нам удалось сохранить команду, нам удалось держать в тонусе зарплату. Слава богу, люди, естественно, все живы, здоровы. Нам удалось и удается, и я надеюсь, будет удаваться находить возможность работать, продавать свои услуги и зарабатывать деньги.
то, где мы сейчас находимся, и то, что мы получили за этот год с учетом текущей ситуации, я рад, доволен и понимаю, что спасибо Богу и Вселенной, что мы это получили, и в этом есть доля везения, 100%. Это второй ответ. И третий, который, наверное, никому не понравится, но будет абсолютно ожидаемо, тем более тобой, это то, что лично я годом недоволен. Лично я достижением Визома в 23 года недоволен. Я недоволен с собой, как руководителем компании, и потому что то, куда я хочу дойти, и то, каким Визом я вижу, еще просто идти. И поэтому мы продолжаем искать пути, дорогу, возможность выкарабкаться на следующий уровень для того, чтобы Визом в моей голове был в той компании, о которой я мечтаю. Странно было бы услышать от тебя другой ответ. Поэтому, да, согласен, ожидаемо и вполне в духе. Никто не надеялся на другое. Вопрос немножко философского такого толка с возможностью подумать и поразмышлять и помечтать. Если бы можно было начать все сначала, вот весь путь твой, что бы ты изменил? Много на самом деле. Я не знаю, если отвечать по поинтам каким-то о том, что было, как бы, не знаю, я могу что упустить, как бы, какие-то важные моменты. Я считаю, что мы слишком засиделись на рынке Херсона и пытались конкурировать с локальными фирмами. Это было вообще не наш путь. Я считаю, что мы слишком поздно отправили продажников и открыли офис непосредственно в столице Украины, это Киеве. Я считаю, что абсолютно мы неправильно что-то сделали, когда пытались продавать в Польше, и у нас это абсолютно ничем не получилось. Я считаю сейчас абсолютно неправильным решением открывать было офис в Москве. И тогда пытаться там что-то сделать, это ничем хорошим не закончилось, и сейчас это меня жутко бесит. Слава богу, это все в прошлом, это абсолютно было потраченное время на поездки, на найм людей и так далее и тому подобное. Я считаю, слишком поздно мы взялись за ком, за бурж, за направление, за англоязычные страны, и это все, многие шаги из тех, что я перечислил, и многие другие были сделаны слишком поздно. Если бы мы начали это делать гораздо раньше, результат бы был совершенно другой. Касательно себя и критикуя себя, я думаю, нужно было больше упарываться в анализ компаний, которые стоят выше нас. Не будем их перечислять в то, что они делают, и качать себя как более, наверное, в каких-то скиллах, чтобы быть более эффективным управленцем, и я думаю, в этом случае были бы другие результаты. Мы очень часто с Сергеем Трушиным говорили о том, что нет книги «Как руководить веб-студией», и, наверное, даже гордились отчасти тем, что мы там сами методом пробы и ошибок и учим. Это было абсолютно неправильно, книги были, мы просто их искали неправильно, знания были, просто мы почему-то пытались все делать сами. И лично я потратил миллионы часов на то, чтобы что-то сделать, получить результат, проанализировать и сделать это по-другому. То есть, учился на своих ошибках вместо того, чтобы быть умным человеком и учиться на ошибках других. Это время упущено, и сейчас мы это все пытаемся расхлебать и наверстать. Но радует то, что Визом — это компания 100%, которая движется вперед семимильными шагами. Никто не может, я уверен, сравниться с нами в скорости, в целом, желание двигаться вперед. Это внутренняя энергия, которая существует в компании, и все, кто знает Визом хорошо и знает меня, прекрасно это понимают. И вот это желание, которое из года в год, чем старше становится компания и взрослеет, тем желание вырастает, и количество сотрудников, которые становятся мощным каким-то двигателем внутри, оно становится все больше и больше. Поэтому вопрос времени, когда мы достигнем и станем той командой мечты и компанией мечты, о которой я хочу. Понятно, спасибо. На самом деле главное, да, что несмотря на какие-то вещи, которые бы хотелось поменять в прошлом, есть четкое представление о будущем. Это не может не радовать. Скажи, насчет коллектива, сотрудников, команды, ты затронул эту тему.
Визом рос постепенно, и понятно, что не было сразу там 200 плюс человек. На самом деле, если сравнивать, как в чем разница управлять, грубо говоря, командой из 10 человек или командой из 200 плюс сотрудников? Сегодня был английский, слушали видео NBA в Гарварде, и там женщина-преподаватель студентам говорит: представьте, что вы SEO компании какой-то там «Рога и копыта» металлургическая, 25 биллионов долларов sales revenue, 165 тысяч человек. Я такой, и она там тыды-тыды, там что-то случилось, что вы будете делать в ситуации и почему. Ну, классика для Гарварда, кто смотрел эти видосы. Прикольная задачка, кстати, мне такие нравятся. И я задаю себе мысль: капец, 165 тысяч человек, как ими можно управлять? Сейчас первая мысль, которая появилась в моей голове, это вообще ничем не отличается. На самом деле, я думаю, управлять 10 людьми было труднее, чем управлять компанией из 250+. Почему я так думаю, не знаю. Наверное, это неправильно, и многие ребята, которые у нас работают, скажут, что согласно вообще в целом методики это типа не окей. Не знаю, но такие внутренние ощущения у меня возникли. Если чуть-чуть давай разберем, потратим на эту пару минут. Ну, просто я помню состояние, когда было 10 человек. Пытался быть со всеми друзьями, наверное. Никогда не был ни для кого начальником, никогда не говорил: я начальник, ты дурак, и никогда себя так не вел. Пытался со всеми быть друзьями, и чем больше мы были компанией семейного типа, тем больше времени уходило на неформальную коммуникацию и понимание всех, кто с тобой работает. Сейчас же, когда мы все-таки достаточно большая компания по сравнению с кем-то, я могу сказать, что, наверное, сейчас времени, которое я трачу именно на работу, и она больше, и на коммуникацию с сотрудниками, а именно обсуждение каких-то уже дружеских взаимоотношений, оно минимальное. И поэтому мне кажется почему-то, что никак не поменялось, или может быть даже сейчас проще, не знаю. Такое первое ощущение. Спасибо. В целом можно было бы, конечно, продолжать и много о чем еще поговорить и спросить, но мы и так вышли за рамки нашего обычного тайминга. Уж просим нас простить великодушно, но тема сама располагает поговорить чуть подольше. Не каждый день рождения у нашей компании, не каждый день мы отмечаем Новый год Визома, поэтому позволили себе такую вольность. И тем не менее, еще один вопрос я очень бы хотел тебе задать. Как мы будем отмечать следующий день рождения компании? Победой, конечно. Думаю, на этом надо ставить точку. 100%. Спасибо большое. Да, это была интересная, очень откровенная беседа, как по мне. Надеюсь, что тем, кто нас будет слушать, она тоже понравится, потому что мне доставило максимальное удовольствие. С днем рождения Визом, с днем рождения прекрасная великая компания, с днем рождения всех, кто к этому причастен, команду, людей, которые управляют, тебя лично. Это большое достижение, и мне очень приятно быть рядом с компанией, быть ее частью. Я полностью согласен с твоей мыслью и с твоими планами по поводу того, как мы будем отмечать следующий день рождения компании. Спасибо, Антон. Ну, что хочу сказать, безусловно, то, что Визом — это команда, которую все сотрудники в целом пытаются сохранить, удержать и максимально сделать ее работу комфортной. Очень надеюсь, что каждый член команды это понимает. Если иногда ему кажется, что что-то не так или что это не так, будьте уверены, что это вам только кажется, и по каким-то причинам это вам кажется, и нужно разбираться почему. Потому что компания именно упарывается в том, чтобы работа каждого члена команды была максимально комфортна, максимально, возможно, оплачиваемой и так далее и тому подобное. И никогда не была безразлична ни к единому члену нашей команды.
задумайтесь, пожалуйста. Еще раз всем спасибо. Все, что мы сейчас имеем, вот Визом на точке в момент там, 25-го, да, момент, когда вы увидите это видео, ноября 2022 года, это то, что есть вот эта вся масса людей, люди, команда, то есть в целом каждый член команды, который сделал то, что делал, может быть, уже у нас не работает, или продолжает делать десятилетиями, как я уже говорил. Очень сильно надеюсь, что эта команда будет расти, люди, которые работают в этой команде, им будет комфортно, они будут довольны, они будут продолжать работать, и мы будем достигать там 20, 25, 30 и так далее лет. И это классно. Всем огромное спасибо, с днем рождения. И я очень сильно надеюсь, что победа, о которой мы говорим, случится очень быстро. Всем спасибо. Пока-пока. Всем спасибо. Услышимся, надеемся, через неделю.